Всем привет! Меня зовут Анастасия, а моего кота зовут Барти. Это наш АСМР канал. Сегодня я хочу сделать макияж, но Барти сегодня краситься не будет. Да, мистер, вы не будете краситься. Сегодня буду краситься только я. Не знаю, какие звуки может издавать спонжик. Но я сейчас чихну. Спасибо. Я не знаю, какие супер звуки могут издавать спонжи. Но зато мой желудок может. Вообще, я бы сначала нанесла тоналку уже перед видео, чтобы лицо выглядело более подготовлено для видео. Но я буду делать по правилам, так как я делаю обычно. И начну с палетки. С теней. У меня один ноготь поломанный, поэтому я его не буду сильно показывать в кадре. По крайней мере, постараюсь. Я не знаю, с чего нам. Не то чтобы начать, я знаю, с чего начинать. Не знаю, использовать ли нам сегодня подводку для стрелочек. Или делать макияж без стрелочек. Не знаю. Давайте расчешем ресницы. Мои. Потому что я умывалась, подготавливала кожу лица, и они немножко подмокли и слиплись. Теперь их нужно вернуть в прежнее состояние. Короче, давайте сегодня решим попозже. Насчет стрелок для начала нужно нанести консилер. На веко в качестве подложки, чтобы тени ложились более плотно. Хотя, по сути, я сегодня хочу сделать свой обычный стандартный макияж. И я буду использовать коричневые тени. Мне для них особо не важна пигментация. Типа как для ярких оттенков. Поэтому, в принципе, это не обязательно наносить консилер на веко. Но, по сути, с консилером все равно любые тени будут держаться дольше, чем без него. Поэтому я думаю, что сделаем их консилером. Вообще, наверное, следовало бы камеру подвинуть поближе, потому что это все-таки макияж, и вам, наверное, хотелось бы видеть, что я тут делаю более подробно. Но у меня не получилось еще более близко пододвинуть, потому что я крашусь, вообще я обычно крашусь в зеркало, вот в это большое, которое сейчас снимает телефон. Но я не... Это будет неудобно, да и вы ничего не увидите. Короче, поэтому я буду краситься в зеркальце от палетки. Смотрите, у меня есть две
В общем, суть в чем, что я уже 500 миллионов лет назад хайлайтер использовала, закончила. И у меня, я использую вот этот вот контуринг цвет для теней, в качестве теней. Короче, ну и в качестве контуринга, кстати, тоже. Берем самый светлый оттенок, вот этот коричневый, и наносим его на краешек, на уголок
берем. Ой, у меня тут волосы понападали на микрофон. Вы вообще что-то слышите? Надеюсь, слышите. Берем тональное средство. Я надеюсь, что вы что-то слышали, потому что мои волосы лежали здесь, на микрофоне, а я этого не заметила. Тоналку и наносим. Так забавно. Я все время смеюсь с того, если я вижу, как визажисты, например, сильно прихлопывают спонжиком, нанося тональное средство. Но когда я наношу сама тоналку, сама себе имею в виду, мне кажется, что чем сильнее я вот так вот припихну, тем лучше тональное средство распределится, знаете. Спонжик у меня уже смоченный, я его намочила перед макияжем. Это забавно. И мне кажется, что просто со стороны, когда визажисты наносят и прихлопывают очень сильно, мне кажется, что это просто со стороны так кажется, не хочу масло масляное делать, тавтология. Я думаю, что это просто кажется, что они сильно прихлопывают, а на самом деле они прихлопывают нормально. Вот в чем прикол, я так думаю. Хотя, конечно, есть такие, которые... Я-то сама себе рассчитываю. Я имею в виду, когда я сама себе наношу. Я же чувствую, как я это делаю, правильно? Я же себе больно не сделаю. А люди бывают разными. И если визажист... Я когда смотрю там трэш-обзоры, да, например, салонов красоты, иногда там видно, что визажист прям хлоп-хлоп, а лицо у клиента типа вот так же давит. Еще надо сопротивляться, чтобы, знаете, типа лицо не улетело никуда. Вот. Что-то обычно мне три косточки вишни хватает. Шучу. Отсылка к Егору Андрюшину. 3 щелчка мне хватает обычно на все лицо, но сегодня что-то я, видимо, перестаралась, не знаю. Вот. Так что, блин, это все так индивидуально насчет того, сильно ли хлопать по лицу или не сильно. Кое-кто-то вообще руками наносит и нормально. Я раньше, помню, руками кисточкой наносила, но все-таки спонжиком мне больше нравится. Вот видите, о чем я говорила, что когда я наношу тональное средство, получается так, что я вот здесь прохожусь прямо по бровям и вот здесь, и оно все равно как бы сглаживается. Это вся тема, которую я там пыталась растушевывать. Понятно? Вот.
На самом деле у меня здесь уже есть краска, которая изначально при коррекции была. То есть окрашивание бровей, коррекция, всякое такое. Но суть в чем, что, блин, надо было делать другую форму мне. А я отращивала бровь одну, а вторую не отращивала. Шучу. Я отращивала брови, потому что я слишком долго убирала вот этот вот уголок брови, чтобы делать бровь прямую, когда я использую карандаш для бровей, прорисовываю. Понимаете? Я слишком долго вот это вот выщипывала, а потом привыкла, а потом в один момент смотрю, а у меня типа полброви уже, ну нет, ну не то чтобы нету, просто это смотрится так, что полброви нет. Поэтому я отращивала, и когда я пошла к мастеру на окрашивание бровей, она мне сделала по той форме уже, типа коррекцию, по той форме, которая у меня отросла, а растет она у меня вниз. И все мы знаем, что не надо делать брови слишком низко. То есть вот этот вот кончик, который у нас идет вот здесь, его как можно, если он идет ниже, чем начало брови, то взгляд кажется грустным. Учитывая, что у меня нависшее веко, опять мои волосы стремятся с микрофона. Учитывая, что у меня нависшее веко, получается так, что у меня действительно грустнится взгляд. Поэтому теперь я стараюсь выщипывать обратно вот эту вот часть и перекрывать ее по возможности там консилером, либо еще каким-нибудь средством. Перед тем, как сделать макияж, и саму бровь я прокрашиваю уже в более прямом положении направления. Так, светлым оттенком я прокрашиваю начало брови. И мне кажется, что у меня начало брови идет слишком рано. Возможно,
и пытаемся сконтурировать нос. Я, как уже, не знаю, знаете, сколько раз я пробовала контурировать разными техниками. У меня это так сложно получается, просто пипец. Я и жидкими текстурами пробовала, и сухими. И, короче, я выбрала один единственный вариант, который мне больше всего подходит. Это вот то, что я сейчас делаю. Суть в чем? Кто-то советует просто нанести, знаете, полоску вот так темную и просто потом посередине этой темной полоски взять и поставить консилером светлую полоску провести. Говорят, это помогает, но мне это не очень нравится. Так, теперь я хочу возьму карандаш, вообще он считается для губ, по-моему, от Шик Сиена. И я все пытаюсь на бегу как-то скорректировать контуринг носа. Ладно. Короче, теперь я беру карандаш от Шик Сиена и подправляю все, что у нас было здесь, если помните. Я говорила, что я сделаю это тогда, когда высохнет гель для бровей. И вот сейчас мы это все подправим. Я как бы вырезаю вот этот вот контур сначала, серединка и конец. И вот здесь вот, где у меня вот эти нижние раздвоенная стрелка, которая у меня растет вниз, я ее закрашиваю. Это можно сделать консилером. Мне нравится этот карандаш, как он это делает. И все.
И